Дорогие друзья, мы продолжаем с вами увлекательную тему по инфекции микроорганизмов. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обдумывая сегодняшнюю тему, я обратила внимание на то, что наука микробиология и эпидемиология тесно взаимосвязаны, как двоюродные братья и сестры. Эпидемиологи постоянно манипулируют микробиологическими терминами, а мы, микробиологи, никак не можем обойтись без той терминологии, которая принята в эпидемиологии. Именно поэтому сегодняшняя тема – эпидемиологический минимум микробиолога. Нота бене. Для несведущих перевод с латыни. Обрати внимание. Спорадическое заболевание – это единичное, нечасто встречающееся заболевание. Например, пищевая токсикоинфекция, сальмонеллез. Эпидемия – это проблема, которая вышла из-под контроля. Это вспышка большого масштаба, касающаяся вопросов здоровья населения. В настоящее время мы говорим об эпидемии ВИЧ-инфекции. Пандемия. Между эпидемией и пандемией различия размыты. Под пандемией подразумевается географическое распространение заболевания в целой стране или во всем мире, как происходит сейчас с коронавирусной инфекцией. Входные ворота инфекции. Ворота всем понятно. Что же происходит? Через ворота микроб проникает в организм. Поэтому входные ворота – то место, через которое микроб-возбудитель попадает в организм. При этом возможны различные варианты. При очаговых инфекциях возбудитель локализуется во входных воротах. Это местный очаг и не распространяется по организму. Например, при фурункулезе стафилококки находятся в волосяных фолликулах. При ангине стрептококки локализуются в миндалинах, а при отите, воспалении среднего уха, возбудители поражают среднее ухо. Генерализованные инфекции, сепсис и бактериемия. Бактериемия – это проникновение возбудителя из первичного очага в кровеносное русло и распространение его по организму гематогенным путем. Кровь в таких случаях является механическим переносчиком инфекции, поскольку возбудитель в ней не размножается. Например, при брюшном тифе в первую неделю разгара заболевания развивается бактериемия. Септицемия или сепсис – это пребывание микробов в крови и размножение их там. Сепсис – это самостоятельное заболевание. Возбудителей, вызывающих сепсис, много, но клиническая картина однотипна. Сепсис может быть стафилококковым, может быть полисепсис. Экзогенная и эндогенная инфекции. Экзогенная инфекция
возникает в результате поступления микроорганизмов из окружающей среды, с пищей, с водой, с воздухом, с почвой или с выделениями больного человека. Эндогенная инфекция, она связана с возбудителем, который находится в организме в составе облигатной микрофлоры длительное время. При ослаблении защитных свойств макроорганизма в случае переохлаждения, облучения условно-патогенные микробы вызывают инфекционный процесс. Например, это стафилококковая пневмония или пиелит, обусловленный кишечной палочкой. Это пневмококковые инфекции. Моно- и смешанная инфекция. Под моноинфекцией мы подразумеваем заболевание, когда один возбудитель вызывает только одно инфекционное заболевание. Пример. Коринобактерия дифтерии вызывает дифтерию, а вирус кори вызывает корь. Смешанная инфекция. Под смешанной инфекцией мы понимаем такую инфекцию, как два возбудителя в одном организме одновременно, подчеркиваю, одновременно, вызывают два самостоятельных заболевания. Например, при попадании в организм гемолитического стрептококка и вируса кори ребенок может одновременно болеть скарлатиной и корью. Педиатры в данном случае предпочитают пользоваться термином микст-инфекция. Ассоциированная инфекция. Под ней подразумевается одно заболевание, но оно вызвано несколькими возбудителями-ассоциантами. Заболевание, вызванное несколькими возбудителями-ассоциантами, всегда протекает тяжелее, чем моноинфекция, так как факторы вирулентности одного возбудителя усиливают действие факторов патогенности другого. Пример. Раневая инфекция может быть вызвана стафилококком, протеем, чудесной палочкой и кишечной палочкой. Вторичная инфекция и реинфекция. Это повторное проявление заболевания. Вторичная инфекция. При ней к первоначальной основной болезни присоединяется, подчеркиваю, не одновременно, а присоединяется на фоне другая, вызванная новым возбудителем. Например, при очень заразном заболевании корью может возникнуть пневмония, вызванная кокками. Реинфекция – это состояние, при котором происходит повторное заражение тем же видом микробов после завершившегося выздоровлением заболевания. Так может быть в тех случаях, когда иммунитет или слабый, или он узкий, типа специфический, то есть выработанный против одного типа микроба. Примеры: грипп, узкий типа специфический иммунитет; дизентерия, узкий типа специфический иммунитет; гонорея, венерическое заболевание, которым можно болеть несколько раз, так как иммунитет не вырабатывается. Суперинфекция и рецидив. Суперинфекция – это повторное заражение тем же видом микроба на фоне незавершившегося инфекционного
процесса. Бывает при гонорее, сифилисе, туберкулезе. Рецидив – это проявление болезни, возникающее после клинического выздоровления, но без повторного заражения, то есть за счет оставшихся в организме возбудителей. Наблюдается при рожистом воспалении стрептококковой этиологии и при брюшном тифе. Эпидемиологический минимум для микробиологов завершен. Если вам понравился наш выпуск, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. До следующих встреч!